Добрый день. Я принесла эти два пакета для того, чтобы наглядно показать каждому из вас, какое огромное количество токсинов, отходов носит в себе человек, отравляя свой организм от неправильного питания. Вот здесь примерно около 4 килограммов. И это столько, сколько носит в себе человек моей комплекции в 35 лет. От 3 до 25 килограммов ненужных, непереработанных отходов носит в себе человек, страдающий излишним весом в возрасте всего лишь старше 40 лет. Насколько это ужасно. Для каждого из вас, возможно, это просто вопрос фигуры и внешнего вида, который можно легко скрыть одеждой. Для меня 2 года — это уже вопрос здоровья. И я хотела бы сегодня поделиться с вами всего лишь простыми базовыми навыками, которые помогут вам не только избавиться от этого мусора в организме, но и продлить свою жизнь, улучшить свое здоровье и получить настоящее качество вкуса жизни. 2 года я занимаюсь вопросами здорового питания, и на первом проекте в Казахстане, который открылся благодаря фитнес-центру World Class, и с ужасом обнаружила статистику, которая гласит следующее: 51 тысяча человек ежегодно в Казахстане умирает от того, что страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 17 тысяч человек в Казахстане умирают ежегодно от того, что страдают онкологическими заболеваниями. И первая, самая главная причина — это неправильное питание. Каждый из вас сегодня может сказать: ну как же так, мы-то в принципе живем в такой стране, в которой достаточное количество хорошего качественного мяса, фруктов, овощей. У нас нету такой большой экспансии фастфуда и модифицированных продуктов, как на Западе. Мы в принципе не так сильно страдаем ожирением, как другие страны Запада, Америки. Да, это так. Но, к сожалению, статистика есть, и если мы ничего не будем делать с нашими основными привычками, которые являются пагубными, наши дети, к сожалению, будут жить уже, наши дети, на 10 лет меньше, чем мы сами. Я хочу поделиться всего лишь 3 привычками, которые помогут немножечко изменить эту статистику. И первая привычка — это горячий чай, как ни странно. Чай — это полезный напиток, все знают об этом, и мы его пьем в огромных количествах. Я сама с Южного Казахстана и выросла в том, что проявление уважения к гостю — это пиала обжигающего горячего чая. Но что происходит? Мы создаем стрессовую ситуацию для нашего пищевода. И буквально в течение нескольких лет мы можем спровоцировать появление раковых клеток в нашем пищеводе, тем самым пополняя ту же самую печальную статистику. Все, что нужно сделать, это просто-напросто с сегодняшнего дня отказаться от горячих напитков и сохранить свой организм для нашего поколения. Вторая причина, влияющая на формирование онкологических заболеваний, это фрукты, как ни странно. Мы все выросли в том, что потребляем фрукты в качестве десерта. Но что происходит? Представьте себе сегодняшнюю тарелку вашего обеда. Положите туда огромное количество полезных продуктов. Залейте это все свежевыжатым соком. Буквально в течение 30 минут вы получите забродившую кашу на тарелке. А вы представляете, что то же самое происходит в ваших желудках? И все, что нужно сделать, это просто выделить фрукты в отдельный прием пищи. На голодный желудок утром, либо на полдник. Научите это своих детей. И сократить эту дурацкую статистику раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Третья проблема, с которой борется весь мир испокон веков, это сахар. Диабет — это одно из самых неизлечимых и опасных заболеваний для человека. И единственный гормон, который может с ним справиться, это инсулин. Я, к своему удивлению, в 30 лет обнаружила, что, оказывается, инсулин дается нам в ограниченном количестве. Его всего чуть-чуть на всю жизнь. И мы его используем в детском возрасте и в юношестве, потребляя огромное количество сладких продуктов, газированных напитков. К 30 годам, когда на нас ложится основная нагрузка жизненная, когда мы должны справляться со стрессом, работой, развитием и так далее, мы не можем этого делать, потому что просто-напросто у нас нет этого гормона. И что происходит? Вы потребляете сладкое, организм боится наступления диабета, и он просто-напросто трансформирует все калории, потребленные за этот период, в жир. Излишний вес — это есть основа сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 2 лет мы пропагандируем здоровое питание, и самое главное — это здоровые привычки, которые уже могли поменять жизнь 1000 людей.
Сегодня нас здесь порядка 300 человек. Все, что я хочу, чтобы вы сегодня вышли с этого зала, начали просто немножко использовать те навыки, которые я вам сегодня дала, научили 2 своих друзей либо членов семьи. И, может быть, таким образом мы сделаем шаг к здоровой нации Казахстана уже сегодня. Будьте здоровы, всего хорошего.